Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, вот и октябрь наступил, и мы вновь встретились на заседании нашего светского клуба. Сегодня, сразу после обзора моих успехов в вышивке большущей картины «Базарный день», страницы истории приведут нас в Египет. Земля которого проникнута тайной, которую преданно хранит сфинкс. Сфинкс – лев с человеческой головой. Самая грандиозная скульптура из всех когда-либо созданных человеком. На его лице застыла загадочная полуулыбка. Как вы поняли, друзья, во второй части видео нас ждут неразгаданные загадки сфинкса. Почему древние скульпторы выбрали именно это место? Откуда взялся образ высеченной скалы? Какую тайну хранит сфинкс? Каким он предстает в легендах и мифах? Почему он ночью, спрыгивая с пьедестала, уходит в пустыню и там зарывается глубоко в песок? Почему взгляд его всегда насторожен, а третий глаз направлен в космос? Это, друзья, и многое другое касаемо данной темы, как я уже сказала выше, ждет нас во второй части видео. И да, еще говорят, что тому, кто поставит лайк этому видео, лучезарный сфинкс дарует хорошее настроение. А сейчас, да, вышивка. 19 сентября. На сегодня картина выглядит вот так. Сейчас подготовлю заключительный в этом ряду участок, размечу канву и буду вышивать. Правда, уже поздно, и начало участка, это, как мы знаем, единички, но сколько осилю, столько и будет. Может, 100 какую крестиков, не знаю. Снимать результат, друзья, не буду, потому что он будет незаметен. Так, что принесет этот участок? Своего появления на канве ждет следующий персонаж картины. Продавец хлебобулочных изделий. Подруга Секлеты Лемерихи, непревзойденная бубличница. Здесь, конечно, не очень понятно, что к чему. Лучше я выведу на экран картину с этим эпизодом. Вот. Здесь уже хорошо виден весь ассортимент выпечки нашей ржаной крошки. Семейной пекарни, названной так отцом нашей героини в честь ее появления на свет. С тех пор и зовут все нашу героиню не иначе, как ржаная крошка. Еще мы можем видеть здесь настроение наших персонажей. Хорошо известная нам прачка спрашивает у булочницы, хорошо ли пропечены эти плюшки. На прошлой неделе сливовый пирог был сыроват, и недостаточно ощущалась корица. Сырой у них пирог. Судя по выражению лица ржаной кружки, ответ был коротким. А им во след старуха: нет, пирог мой не сырой. А вообще, артель славится своей сдобой по всей округе. Ну, друзья, не будем терять время и приступим к вышивке. 21 сентября, воскресенье. Вот такой, друзья, результат. За 3 дня мне удалось вышить около 1500 крестиков. 22 сентября, 1330 крестиков добавились на этом участке. Так, готова у нас знатная булочница. Вот, прачка приобретает у нее коржики. Пахнет корицей, дрожжами, присыпкой. Так, вот она стоит в фартушке, в платочке. И я думаю, наверное, все-таки я сейчас вышью ей лицо. Ну, как вот дама, одна с лицом, а вторая без. Как же им общаться? Надо исправить это положение. Все.
готов участок, а также ржаная крошка, наконец, получила свое доброе лицо с надменным выражением. И, кстати, тут же поправила меня, что прачка пытается приобрести у нее не коржики, а плюшки. Вышивался этот эпизод уже обыденно, привычно. Все было. И единички, и крупные группы крестиков. Ну, как крупные? Чуть за 100 крестиков в символе. Не стала в этот раз снимать сколько каких значков. Все участки, друзья, в этом плане схожи между собой. Но вы, наверное, уже обратили тоже на это внимание. Корзин здесь, на этом участке, не наблюдается, следовательно, меньше было разброса и сыпи крестиковой. А значит, легче и быстрее вышивалось. Теперь, друзья, не теряя времени, поднимаемся на следующий ряд. Тут же подготовила место для следующего эпизода и приступаю к вышивке. Готово. Красавица Пегати у нас в полном объеме. Пегати, как там твоя конкурентка с яблоками? Еще не расторговалась? Другие герои этой истории. Торговка Секлета Лемериха. Фигура важная в сюжете. Как видите, друзья, вышила и хозяина Остлика, спутника Дульсинеи. Правда, он пока без левого плеча, зато с полной головой. Часть головы, как видите, выходит за установленные рамки области. Но, чтобы приятно было смотреть на персонажа, решила закончить этот элемент. И, как видите, на верхнюю часть воротничка у меня не хватило терпения. Друзья, посмотрела по схеме, а он сплошные единички. Оставила на потом. Другая область, значит, другая область, решила я. И вот что интересно на этом участке еще. Персонажа какого-то третьего заднего фона, так сказать, который показался между Пегати и хозяином осла, я рассмотрела только при завершении участка. А вот он, друзья, вот о нем я веду речь. Вот он удаляется с рынка, стоит к нам спиной, корзину на плечах несет, вот его голова. Да, здесь я его вообще не рассмотрела. Я воспринимала это как пространство рыночной площади. Не более. О том, что она просто кишит персонажами, я даже не осознавала. И вот когда вышла, я увидела его. А до этого вышивала и думала, ну что за сложности такие непонятные? Какие-то цвета непонятные. Ну почему не уменьшить количество цветов здесь, на этом участке, и не упростить тем самым задачу? А ведь оказалось, это человек. Потому что это же человек. А с ним, конечно, непросто. Но я справилась и перехожу, друзья, вместе с вами к следующему участку. Посмотрите, как красиво пробиваются лучи солнца на вышивку. Крестики блестят, как бисеринки. Красота просто. Вот такой приятный, теплый, осенний, правда, но все еще теплый момент. Здесь сейчас появится Дульсинея. Ип, снап, снуре, урре, базилюре. Вот она с корзинкой в руках. В корзине покупки, фрукты, овощи, ну и так по мелочи. Они с мужем довольны. Сейчас ослика покормят, дадут отдохнуть. Отдохни, мой родной, от далеких дорог и трудов. И отправятся домой восвояси. Тоже здесь слегка угадываются персонажи с заднего плана. Они вышивались легче Дульсинеи, зато она лучше смотрится. Да, друзья, мне очень нравится эта работа. Не останавливаемся. Идем далее.
А вот перед нами, друзья, открылся следующий эпизод. Встречаем персонажа второго плана, молодого человека, напоминающего курьера, запряженного в тачку. Вот на картине, друзья, обратите внимание, видны даже расписные ремни. Частично появилась и мутная дама дальнего плана с корзиной на голове. В корзине от палящих лучей солнца что-то прикрыто тканью. У паренька шляпа, светлые кудрявые волосы, голова повернута в сторону мужа Дульсинеи. На картине хорошо видно, как они переговариваются между собой. А Дульсинея, кстати, внимательно слушает. Парнишка говорит, что спешит к кузнецу подремонтировать тележку. Кузнец Вакула был противнее проповеди отца Кондрата. А они могут там подправить своему ослику подковы. А затем он забежит в таверну на берегу, узнать новости. В базарный день там собирается особенно много народу. Яка ж гульня гарна. Горілки все одно пити не будемо. На медне штормом к берегу прибило остатки шхуны, так что обсудить им есть что. Так, что же касаемо вышивки? Да все хорошо. Собрала сначала единички, их всегда в достаточном количестве, шла по нарастающей от меньшего символа к большему. И самый масштабный содержал тоже что-то чуть больше сотни крестиков. Особой путаницы, такой как при вышивке корзины или огорожи, не было. Участок вышелся относительно быстро. Поэтому я быстро перескочила на следующий. Так, здесь мне удалось вышить 600 крестиков, закончить мутную даму, и пришла пора монтировать для вас видео. Вот так, друзья, выглядит моя вышивка на сегодня, 3 октября. Осталось подвести итоги. Итак, вышито уже 76,4% картины. В крестиках это составляет 264 730. За прошедший период мне удалось вышить 10 880 крестиков. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. И впереди еще нас ждут 81 720 крестиков. Вот сколько вышито уже, друзья, зарисовано. И вот что осталось. 81 720. Вот они. Крыши домов. Немного повеселит зелень яркая. Вдалеке где-то пейзаж какой-то виднеется. И все. Небо. Небо. Так, ушел. Фокус вернулся. Небо, небо, небо. Ну, вышиваться оно будет, конечно, быстро. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся, друзья, на нужный лад и отправляемся в путешествие по страницам истории. Неразгаданные загадки сфинкса. В Египте находится самая грандиозная скульптура из всех когда-либо созданных человеком. Это сфинкс, лев с человеческой головой. Статуя имеет размеры 72 метра в длину, 11,5 метров в плечах и достигает 20 метров в высоту. Многие столетия он возлежит на высоком пьедестале перед пирамидой Хефрена, обращая свой задумчивый взгляд на восток. В XIII веке Абдул-Латиф, врач-философ-путешественник, писал: «Его лицо прекрасно, а рот несет печать изящества». Огромная статуя вырублена из известнякового монолита, который образует скальное основание плато Гиза. На его лице застыла загадочная полуулыбка.
Почему древние скульпторы выбрали именно это место? Откуда взялся образ высеченной скалы? И самая главная загадка – какую тайну хранит сфинкс? Одна из главных тайн – загадочное молчание, окружающее эту статую. В древних папирусах есть упоминания о строителях пирамид, и даже приводятся сведения о количестве лука и чеснока, съеденного ими при постройке. Но не обнаружено ни одного упоминания о сфинксе. Только через 400 лет после Хефрена вдруг становятся известными иероглифические тексты, в которых великий сфинкс назван живым образом. К сожалению, логического объяснения этому феномену наука так и не нашла. Чуть позже жители Египта стали отождествлять сфинкса с богом Хармахисом. Тогда же зародилась легенда, рассказывающая, что огромный хищник никогда не спит, охраняя покой пирамид. Ночью он может видеть лучше, чем днем, потому что ему помогает сам космос. Другой древний миф повествует о том, что сфинкс должен следить за восходом Солнца, вращением планеты Сириусом. В обмен на это ему нужно приносить жертву. В эпоху Нового Царства, примерно в 1500 году до нашей эры, постепенно начинает зарождаться совершенно новый культ сфинкса. Фигуры льва с головой человека начали производить массово, но гораздо меньших размеров. Появляется целая аллея сфинксов. К этому же времени относится и появление в греческих сказаниях, сказках и легендах упоминания о льве с головой мужчины, который бродил по дорогам недалеко от Парнаса и съедал всех, кто встречался на его пути. Если жертв было мало, он подходил к городским воротам и громогласным рыком требовал новой дани. Постепенно он стал ассоциироваться и с другими легендарными чудовищами – Лирнейской гидрой Цербером. Хотя позднее сфинкс превратился в крылатое чудовище с головой женщины и назывался Сфинга. Она жила неподалеку от Фивы и убивала каждого, кто не мог отгадать ее загадку. Кто ходит по утрам на 4 ногах, в полдень на 2, а вечером на 3? Человек в младенчестве, зрелом возрасте и старости. Победить ее смог только Эдип. Он отгадал загадку и стал царем Фив, как предсказывали олимпийские боги. С досады Сфинга бросилась со скалы и разбилась. Таким предстает сфинкс в легендах и мифах. Если обратиться к запискам Геродота о Египте 445 года до нашей эры, то мы не найдем в них ни единого слова о сфинксе. До Геродота в Египте побывал Гекатей Милецкий, а после него Гекатей Абдерский, а также знаменитый географ, историк и путешественник Страбон. Но и они не заметили статую сфинкса, хотя в древнегреческих мифах того времени этот образ уже существовал. Почему о такой огромной статуе не упоминает ни один из путешественников? Ответ на этот вопрос можно найти в труде римского натуралиста Плиния Старшего «Естественная история». В одной из глав он рассказывает, что в его время сфинкса в очередной раз очистили от песков, нанесенных с западной части пустыни. Можно сделать вывод: ни Геродот, ни Страбон, ни другие путешественники не могли увидеть сфинкса из-за толстого слоя песка. Эту же версию подтверждают и старые мифы, распространенные вначале среди египтян, а позднее среди арабов. В них рассказывается о том, что сфинкс – это живое существо, полубог, который следит за порядком. Когда ему что-либо не нравится в поведении людей, раздоры, войны, он спрыгивает с пьедестала, уходит ночью в Ливийскую пустыню и там зарывается глубоко в песок. Вышесказанное подтверждают современные исследования ученых. Огромная статуя время от времени действительно покрывается песком выше головы и в наши дни. В конце XX века была найдена стела, текст которой составлялся в XV веке до нашей эры при правлении Тутмоса IV. Иероглифы сообщают, что фараону было знамение во сне.
Если он очистит сфинкса от песка, то его царствование будет благополучным. Для того, чтобы пророчество осуществилось, скульптуру откапывали почти целый год. О времени создания статуи существуют различные точки зрения. Египтологи до сих пор так и не пришли к единому мнению. Есть мнение, что сфинкс был создан атлантами 200 тысяч лет тому назад. А многие ученые считают, что водная эрозия, которая разрушила известняковое основание сфинкса, может быть точным указанием на дату создания этой гигантской скульптуры. Роберт Шок, профессор геологии Бостонского университета, полагает, что время создания сфинкса лежит между 7000 и 5000 лет до нашей эры, потому как именно в этот период над Египтом шли проливные дожди, которые могли вызвать эрозию. Некоторые ученые пытаются рассчитать время строительства сфинкса по Библии, считая, что эрозию мог вызвать потоп. Основываясь на описании погоды, которая стояла в Египте, сон фараона, разгаданный Иосифом, можно предположить, что сфинкс был построен около 2820-2620 лет до нашей эры. Эту версию подтверждает арабская легенда, согласно которой пирамиды были построены для спасения египтян от всемирного потопа. А сфинкс был сооружен для того, чтобы заблаговременно предупреждать людей о возможности катастрофы. Именно поэтому взгляд сфинкса всегда насторожен, а его третий глаз направлен в космос. Другие ученые отделяют время создания сфинкса от времени строительства комплекса пирамид. Но против этого свидетельствуют древние и весьма устойчивые предания у разных народов – халдеев, греков, римлян, арабов. Эти легенды рассказывают, что под землей был устроен тайник и прорыт туннель, по которому жрецы проходили от Великой пирамиды к сфинксу. Остается загадкой, чье же лицо послужило моделью для создания сфинкса. В научных кругах распространена версия о том, что сфинкс – это изображение фараона Хефрена, Хафры. Но в наше время выдвигается ряд гипотез, порой противоречащих друг другу. Профессор Леннер считает, что в компьютерной модели лицо Хефрена идеально садится на голову сфинкса. Но тогда непонятным остается факт, почему новая голова тоже имеет следы водной эрозии. Леннер сделал еще одно наблюдение. Существует небольшое несоответствие между осью головы сфинкса и чертами его лица. Голова направлена строго на восток, а черты лица несколько смещены к северу. К тому же голова статуи непропорционально мала по отношению к его телу. Гипотеза Леннера постоянно поддавалась критике, поэтому в 1993 году в Египет был вызван лейтенант Фрэнк Доминго, ведущий специалист из департамента Нью-Йорка, более 20 лет занимающийся составлением фотороботов подозреваемых лиц. Проведя тщательное исследование, Доминго высказал мнение о том, что сфинкс не Хефрен, Хафра. Возникает вопрос, почему Леннер и другие современные ученые связывают сфинкса с Хафрой, настаивая на том, что их датировка временем 4-й династии Древнего Царства единственно правильная. Одна из причин этого – слог, высеченный на гранитной стеле, располагающийся между передними лапами скульптуры. В 13-й строке этой надписи имеется слог «Хав». Один из ведущих английских филологов, Томас Янг, специалист по расшифровке древнеегипетских иероглифов, предпринял попытку самостоятельно восстановить утраченную часть слова, предположив, что Хав – это имя Хафра, и выдвинул версию о том, что Хафра и был создателем сфинкса. Некоторые исследователи считают, что сфинкс – это изображение Имхотепа, который являлся основателем египетских династий и был великим зодчим, ученым и архитектором. Имхотеп родился в 2902 году до нашей эры в эпоху Тельца. Знания этого человека были безграничны.
Благодаря мудрости, глубоким познаниям в астрономии, философии и врачевании он стал главным жрецом всего Египта, религиозным учителем. Авторитет его был настолько велик, что его обожествляли, считая сыном бога Птаха, и поклонялись ему вплоть до II века нашей эры. В имени Имхотеп имеется частица Хотеп, что в переводе с древнегреческого обозначает «жертвенный алтарь» и напрямую связано с сущностью функции Мессии. Суть жертвы Имхотепа заключалась в том, что в комплекс пирамид в Гизе и в Сфинкса он вложил высшие знания, которые в течение многих веков остаются непонятными и недоступными людям. Долгое время Сфинкс был занесен песком так, что на поверхности оставалась лишь его голова. Статуя веками претерпевала увечья от невежественных потомков. В XIV веке его лицо изуродовал набожный шейх. Таким образом, он пытался исполнить завет Мухаммеда, который запрещал изображать лицо обожествляемого человека. Один из правителей Египта приказал отбить ему нос. Мамлюки стреляли по лицу Сфинкса из пушек, а наполеоновские солдаты упражнялись в стрельбе, выбрав мишенью глаза Сфинкса. Первоначально на голове статуи размещался царский урий, который имел вид приподнявшейся на лбу кобры. Праздничный платок немец, который спускался на плечи, отбит. От бороды Сфинкса остался жалкий обломок. Среди загадок Сфинкса есть еще одна. Это его удивительное расположение по отношению к линии горизонта. Существует версия, которая подтверждается рядом исследований. У Сфинкса тело тельца, лапы льва, поэтому ученые соотносят время его строительства с эпохой тельца. Она взаимосвязана с созвездием льва, летнее солнцестояние. Лицо Сфинкса связано с созвездием Водолея, символом человека, и обозначает зимнее солнцестояние. Созвездие Тельца – весеннее равноденствие. Созвездие Скорпиона-Орла – осеннее равноденствие. Нужно отметить тот факт, что расположение Великого Сфинкса выбрано не случайно. Он установлен в точности по оси восток-запад некрополя Гизы, и взгляд его направлен на восток. Сама гигантская статуя – это идеальный указатель равноденствия. Глаза ее направлены точно в то место, откуда восходит солнце в день весеннего равноденствия. Сам Сфинкс является частью древнего астрономического плана звездного неба, в который входили и пирамиды. Неоспорим тот факт, что Великую пирамиду проектировали и строили великие астрономы. Она расположена точно на 1/3 от экватора до полюса. При помощи компьютера была создана имитация неба над Гизой, которая соответствует 10500 году до нашей эры. На горизонте на высоте 9 градусов 20 минут можно увидеть 3 звезды пояса Ориона, расположенные точь-в-точь, как пирамиды Гизы на Земле. А на восточной стороне неба появляется огромная статуя льва, копия которой находится на Земле. Земным двойником горизонта неба служит горизонт Гизы, а Великий Сфинкс находится буквально в пределах этого горизонта. По древней легенде, описанной в книге мертвых, на плато спрятан великий секрет Осириса, который пытался разгадать его сын царь Гор. Есть мнение, что как раз под лапами Сфинкса находится нечто важное, что пока еще скрыто от человека. В начале 90-х годов 20 века геологи, работавшие вокруг Великого Сфинкса, обнаружили прямо под его лапами большую прямоугольную полость, туннель, существование которого предсказал американский ясновидящий Кейси. Он говорил о том, что около 10500 года до нашей эры было создано огромное подземное хранилище, в котором собрана библиотека, вместившая мудрость атлантов, и имеется камера или проход от правой лапы Сфинкса ко входу в зал записей. Доктор Кирри считает, что Великую пирамиду и Сфинкса связывает туннель,
который является дорогой к счастью. Это путь, идя по которому царь гор мог увидеть астральную форму своего отца, то есть Орион. В текстах пирамид описан ритуал совокупления Осириса Ориона и Исиды Сириуса. Этот текст подкрепляет гипотезу о том, что камера царицы в Великой пирамиде могла использоваться для ритуала символического совокупления с участием царя-гора-жреца с одной стороны и астральной формы богини Исиды с другой. А в небе этот ритуал выражался в их соединении через южную шахту камеры, которая была нацелена на место прохождения Сириуса через меридиан. Не случайно в этот момент, по преданиям, открывалась великая дверь неба. В этот период на земле наступало время разлива Нила, которое несло жизнь жителям Древнего Египта. Каждое утро солнце встает над Гизой, и уже многие века первым его встречает сфинкс, пристально всматриваясь в линию горизонта. Дни превращаются в года и столетия, но одно неизменно – пирамиды и сфинкс хранят код знаний о происхождении земной цивилизации. То, что было написано в глубокой древности, бережно сохранено предыдущими поколениями. Земля Египта проникнута тайной, которую преданно хранит сфинкс. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.